Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый рукодельный влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я уже показывала, что связала вот такую салфетку. Ну, я ее для себя, естественно, связала, мне захотелось поучиться, попробовать. И потом также я захотела сделать салфетницу вот такую с колечком. Ну, и они совершенно разнообразные, там на всяких бразильских сайтах. Ну, вот я решила, думаю, заодно и цветочек поучусь сделать. Вот, и будет у меня такая салфетница. Бусинка, конечно, большевата, но, в общем, взяла первую, что вообще попалось. У меня есть такие колечки, заготовки. Знаете, были раньше вот эти такие шторы, и они мне не понадобились, но я сохранила колечки, но я вчера что-то не могла их найти, поэтому я взяла просто эту веревку такую пеньковую, скрутила колечком и обвязала. Вот, так что такая вот у меня салфетница, я уже сегодня пользовалась, и также по мастер-классу связала вот такую подставку под чашку. Ну, под бокал в основном, но мне кажется, что нужно бы побольше ее чуть-чуть. А так вот она очень интересно здесь вот обвязана. Мне понравилось. Правда, единственное, что я не стала заморачиваться, я именно хотела вот, ну, просто повспоминать, там что-то, может быть, новенькое для себя открыть. И я не стала заморачиваться с иголкой. Мне просто было, честно говоря, я вязала в кровати, и я взяла как бы там нитки, все прочее, ну, пряжу, но не стала брать ножницы и тому подобное, и иголки. Ну, и мне уже не хотелось как бы все это спускаться, брать, потому что там было показано, как переходить от цвета к цвету, не как обычно, а именно, что каждый ряд заканчивается, там, где идет смена нитки, очень аккуратненько все это как бы прошивают и приступают к следующему цвету. Это, конечно, гораздо более аккуратно, но это уже в следующий раз. Ну и, кстати говоря, вот здесь тоже тут каждый переход, все тут зашивалось аккуратно. Ну, я сделала попроще, но, кстати, там тоже все как бы нормально. Никаких проблем, но в мастер-классе там вообще идеально. Так что в следующий раз я уже сделаю именно так. Вот. Ну, честно говоря, вот эти вот нитки, да, вот зеленые, они, конечно, сюда не совсем подходят. Нужно бы вот таких вот ниток, акриловых. Ну, это, кстати, да, я ошиблась, это вроде как получается акрил стопроцентный. Но это и хорошо, потому что я люблю, в принципе, акрил, а уж тем более для всяких салфеток, я думаю, акрил более идеален, хотя часто встречаю, что все-таки хлопок. Но хлопок, мне кажется, хорошо, когда вот такие ажурные салфетки. Я сейчас стала заморачиваться, из какой пряжи бразильцы вяжут. Но линия с барокко, что-то такое. Но у нас в России нет этой пряжи, причем многие, я смотрю на рукодельных сайтах, девчонки интересовались, уже года 2-3 ее ищут, и бесполезно. Конечно, хотелось бы хотя бы узнать, на что она похожа. Но вот мне внешне кажется, что она похожа все-таки на какой-то... Не, ну они тоже везде пишут, что в основном используют барокко, но чаще всего пишут 100% хлопок. Может быть, там более плотные нитки, я не знаю, как бы, вполне вероятно. Так-то вот на внешне, по толщине и так далее, мне больше на акрил это похоже, но не на такой акрил, вот он здесь больше на спице троечка, вот что-то такое идет, а у меня есть еще потоньше. Нитки как раз покупала. Впрочем, там же есть по толщине и такие, потому что цветочек явно из подобной вот толщины, потому что и крючок там был 3 или 3,5, так что не знаю, в общем. Печаль в том, что бразильские сайты как-то вот там не получается заказывать. Там всегда, так, прошу прощения, там всегда требует этот налоговый номер, которого, понятное дело, у нас нет. Наш туда не пройдет.
Ну, на eBay можно посмотреть, конечно. Кстати говоря, ладненько, сейчас я буду как раз наводить порядок и в творческом таком пространстве, которое я собираюсь сделать, я в прошлом влоге показывала. Ну и приглашаю вас с собой. В общем, подоставала я много чего из шкафа, и теперь надо все это разбирать. Здесь вот у меня разные бобины, и вот таких вот несколько, и вот таких еще много больших. Ну, немного, но достаточно. Такой вот шнур. Ну, много чего. Плюс я еще нашла всякую пряжу здесь. Так, что еще? Ну, тут у меня вот по лоскутному шитью много чего. Вот это я уберу наверх, потому что сейчас это мне 100% не потребуется. Здесь вот тоже лоскутное шитье. Здесь нужно разбирать. Тут всякие нитки, много чего тоже на разную тему, поэтому я хочу все это разделить. Пяльцы. Тут вот спицы разные, вот это вот нужно часть выбросить. Тут еще новые круговые спицы. А это вот нашла крючки, такие советские, но один крючок здесь не достает его, потому что я им вяжу. Тут вот всякие там леска, резинка, тому подобное. Тут вот еще разные крючки лежат. А здесь нитки. Тут какие-то странные нити, иглы тонкие и очень-очень длинные, я не поняла. Тут молния, тому подобное. В общем, это надо не потерять, убрать. Тут много пуговиц. Там тоже для шитья. Вот. Здесь тоже всякой всякости. То есть вот масштаб катастрофы. Ну, зато вот, например, несколько больших контейнеров, скорее всего, в дело пойдут, потому что один такой сломался, выброшу. Здесь вот у меня бусины, которые я валяла. Сейчас поближе покажу. Ну, я как-нибудь сниму, наверное, видео. Ну, в общем, тут с ниточкой с такой. В общем, абсолютно разные. Выбросила 2 пакета всякого разного. Сейчас еще вот здесь разбираюсь, потому что тут всякие вот лекала. Тут машинка швейная, такая маленькая, дорожная. Всякие разные линейки. Разделители. Скорее всего, я здесь как-то все так организую, чтобы лежали спицы, крючки, чтобы все это... Вот это я в ванную уберу, точнее, вот это пойдет в косметические запасы, там кисточки, это, наверное, в ванну, это тоже в ванну, это в канцелярию. Тут вот надо разобраться, это кисточки, это уже ближе к раскраскам. Тут вот удобная коробочка, от нее не достает такой черной большой коробки, но она и не нужна, вот чтобы сюда складывать. Здесь как раз-таки тоже что-то можно положить и легко брать и переносить по квартире. Возможно, начну разбирать уже сегодня, ну, раскладывать как-то, сортировать. Может быть, завтра, потому что, ну, что-то я какая-то сегодня... Я встала в 6 утра, сейчас 11:20. Я уже переделала массу дел, но у меня вот такая, когда погода солнечная, мне прям в сон клонит, хочется задвинуть занавески и просто спать. Я достала сверху
икеевский чемодан, в котором у меня хранится всякая пряжа для валяния и для вязания. И как раз сейчас я хочу все здесь перебрать и выделить в шкафу одну полку, на которой будет все это храниться. Сюда я лучше уберу то, чем в ближайшее время я пользоваться не буду точно, чтобы мне не лазить постоянно туда-сюда. Вот это, кстати, пряжа. Я помню, когда я... Ну, это был... 2000 какой-то год. Я что-то решила так это основательно поучиться вязать. С чего все это началось? То есть я до этого, конечно, умела вязать, но просто, знаете, такие самые навыки. Я помню, купила вот эту пряжу. Она у меня такая. Я на ней что-нибудь постоянно училась. Но, кстати, она же прикольная. Из нее, наверное, можно что-нибудь посмотреть, что такого связать-то можно. Может, даже не знаю, что придумать. Был у меня такой шарфик, я даже одно время его носила. Но, в принципе, надо посмотреть, что из нее вяжут, но я даже не знаю, как она называется. У кого какие есть предположения, что можно из нее сделать, вот она такая, напишите мне, пожалуйста, в Инстаграм. Я тут собрала всю пряжу для валяния, для сухого, для мокрого. Ну и давайте покажу, что у меня тут имеется. Я несколько наборчиков покупала, где, допустим, несколько видов пряжи. Допустим, вот серая, черная и белая. Плюс у меня, так, это не пряжа, это вата. Для каких-то целей тоже была. Вот такой вот у меня есть наборчик. И еще вот такой. Там красная, бордовая и оранжевая пряжа. Дальше, что у меня тут есть? Зеленая, вот такая темно-зеленая. Потом такая яркая, насыщенная. Вот, еще такая имеется. Вот это. Это вот что? Троицкая. Есть у меня вот такая штучка. Это, насколько я помню, для мокрого валяния как раз вплетать. Потом желтый. Вот такого у меня шафрана много. Такой есть. Еще вот такой бежевый, типа телесный. Этот цвет очень красивый. Так, что еще? Вот это тоже, насколько я помню, вплетать там в бусины, в общем, для мокрого валяния. Синяя шерстка имеется. Потом у меня есть вот такая пряжа. Тут 3 оттенка: белый, розовый и ярко-розовый. Еще вот это имеется. Желтого у меня, надо сказать, прям 2 мотка. Что-то я, видимо, из него делала. Потом вот этот моточек, такой вот имеется. Это красные, нитки, короче, которые тоже для мокрого валяния предназначены, насколько, опять же, помню. Могу ошибаться, но, в общем, есть такой насыщенный красный яркий оттенок, потом чуть-чуть побледней. Не знаю, как это на камеру выглядит. Вот такие нитки. Потом еще, смотрите, какой цвет, и тоже много. Много коричневого. В общем, так, а это у меня что? Это упало вот. То, что серенькая шерстка, черная. Сейчас я все это буду по пакетам раскладывать заново и класть в шкаф. Сейчас раскладываю все по пакетам и обнаружила, что у меня еще серая шерстка имеется. То есть вообще много всего. Вот уже столько разложила и буду скоро убирать.
вот о чем я подумала. У меня здесь стоит гладильный комод. Я его по прямому назначению не использую. Ну, потому что у меня мама-то гладила вещи, а у меня нет таких вещей, которые надо гладить. Ну, только разве что платье. Но платье я не ношу в принципе сейчас. Ну, и потом, если даже мне иногда хочется нацепить платье, я этого не делаю, потому что, да, нужно гладить. Но в идеале его сюда вот так поставить, но он не влезет. Я подумала, что можно вот эти отделения все как раз-таки приспособить под пряжу для валяния, под вязание и тому подобное. А в шкафу лучше разложить все остальное. Так что, скорее всего, я сейчас так и сделаю, потому что он достаточно легкий, и выдвинуть его вообще никакой проблемы не составляет. Мне, кстати, нравится то, что он белый, единственное, напрягает вот эта расцветка, но мы тогда на Озон покупали, и другого выбора не было. И мне кажется, что будет проблема вот что-то новое подобрать сюда, какой-то чехол. Ну, хотя можно, например, купить ткани, и все. Я бы, честно говоря, хотела бы какую-нибудь просто серую ткань. Это было бы гораздо лучше. Но вещь сама по себе удобная, вот так вот раскладывается. В комоде в гладильном лежал утюг, который, я помню, сломался. Ну или чем-то маму не устроил, я так понимаю, потому что она попросила заказать новый. Вот я его заказала. Я не знаю, пользовалась она им или нет. Он абсолютно новый, ну а я им вообще не пользовалась. Короче говоря, для каких-то целей явно мне утюг пригодится по рукоделию. Ну, в теории надо его туда и убрать, только новый. Этот, соответственно, выбросить в помойку, потому что вот что с ним случилось. Ну, два мне утюга явно ни к чему, поэтому выкидываю. Я не буду разбираться, работает он, не работает. Мне, в общем, без разницы. Есть новый, и слава богу. Отлично. Да, вот здесь вот прожгли, и, видите, маму кое-как, ну так, видимо, чтобы хотя бы что-то было, поставила заплатку. Но я думаю, надо просто перетянуть. Взять либо белую, либо серую ткань и перетянуть. В общем, сюда у меня поместилось все для валяния. Полностью вся шерстка поместилась. Очень удобно. Да, конечно, вот так вот он будет задвигаться. Сейчас там надо пропылесосить и помыть. Потому что на комоде лежали эти пустые контейнеры. Ну и, соответственно, я ничего не отодвигала. Вот. Ну и здесь два отсека свободные. Я буду класть сюда шерсть. Но это уже в следующем влоге покажу. А этот влог буду завершать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения и до скорой встречи. Всем пока-пока.